Здрасте, всем привет всем, с вами Буря Вулф. Перед выходом долгожданного Wolf 103 я все же решила записать пару видосиков. И это видео будет про основных животных в игре. Сколько за них дают опыта, как их лучше всего убить, где они чаще всего появляются или, проще говоря, частые места спавна. В описании вы увидите ссылку на ВК, где будут отдельные информационные карточки и карты, что присутствовали в этом видео. Первые мобы, конечно же, вопить. Самок падает 100 очков опыта, всего в стаде 8 особей, не считая самца. На некоторых картах могут заспавниться одиночные вопити, у которых будет мало здоровья. Если вам надоело постоянно бегать за ними, то предлагаю ознакомиться с очень простой тактикой, которую некоторые из вас наверняка уже знают. Подойдите ровно вплотную к самке и бейте ее во время анимации удара, как показано на видео. Если вы ударите одновременно с добычей, вопите убежит. Очень легкая тактика, советую на фарм этих мобов брать сильного волка, чтобы еще быстрее убивать. Не будем забывать о самце вопите, за которого дают в мультиплеере 500 очков, а в одиночной игре именно 482, так как у него меньше здоровья. На него тоже есть тактика, которой пользоваться уже немного сложнее. Чтобы эта тактика сработала, нужно быть создателем карты в мультиплеере или играть в одиночный режим. Если вы сейчас ничего не поняли, объясню. Целясь в пустоту, наводите на бок самца, вас откинет, и во время анимации удара вы сможете вцепиться сзади за вопите. Что сделать надо довольно быстро. К сожалению, удара не избежать, но это лучше, чем постоянно после каждого укуса идти пополнять здоровье. Эта тактика также хорошо работает на лосихе, если у вас есть еда, а вы в одиночестве и некому отвлечь самку. Перейдем к моим любимейшим животным в игре – лоси. Наверняка вы, заходя на сервер, всегда встречали игроков именно за охотой на этих мобов. Как ни странно, не все знают все о лосях, и сейчас я разложу все по полочкам. Объясню, как выдаются очки за лосей и почему на зимней карте невыгодно убивать самцов. За самок всегда даются 500 очков, а количество опыта за быков зависит от количества здоровья. Я провела несколько экспериментов и с помощью них составила вот такой график. Благодаря нему вы сможете предсказать, сколько за того или иного лося упадет опыта. На зимней карте лоси очень слабые, за них не упадет 500 и больше очков. Я встречала лишь 2 лосей, с которых упало максимальное количество опыта – 750, но скриншот сохранился только один. Теперь разберем несколько тактик для охоты на этих прекрасных животных. Некоторые из них я разработала сама, ни у кого не спрашивая. Я не считаю себя создателем или, так сказать, первооткрывателем, но возможно, что самая популярная тактика на русских серверах и была распространена благодаря мне. Давайте я по-быстрому расскажу для новичков, как она работает. Нападать должен создатель карты. Именно у него есть права не получить удара от лося. Второй игрок является отвлекающим. Он близко стоит к лосю. Хост нападает и с помощью зажатой клавиши удара, так сказать, крутится на своей жертве. После прокрутки советую отходить в противоположную сторону от лося. Также еще один совет. Отключайте бег, когда нападаете. Так у вас быстрее тратится выносливость. Если отвлекающий очень близко находится к лосю, вы можете начать нападать сзади, не являясь при этом создателем. При долгих тренировках и пониманию, как именно это работает, можно очень быстро наносить урон лосю. Есть еще одна тактика против лосей, если вы не хост. Она не работает на картах с Slow Creek. Тут тоже должен присутствовать отвлекающий. Станьте сзади ровно посередине лося, вцепитесь и после прокрутки отходите назад. Если территория неровная или вы сами неровно вцепились, то скорее всего лось вас может ударить. Опять же, при тренировках вы сможете научиться хорошо охотиться.
И последняя тактика – одиночная игра. В этом случае отвлекающий ваш мейт. Вам нужно сделать так, чтобы он вместе с вами подошел к лосю, потом ваша задача остановить его там с помощью эмоций, например, виляния хвоста или воя, и в это время начать бить. Когда у мейта останется мало здоровья, останавливайте его с помощью воя, так вы сможете дольше наносить удары. Если во время одиночных ударов вы атакуете в то же время, что и лось, он вас ударит, ну и да. Теперь перейдем к самому лучшему способу добывания опыта – забагованный лось. Некоторые его называют флоппи, как и я. Другие называют лаганым, багованным, странным, тупым и так далее. Спавнится она только в Лост-Ривере, только ночью и только за запрещенной зоной, в которую есть очень много способов попасть. Я знаю лишь парочку, которыми не пользуюсь. Нужно прыгнуть под табличку с компа и с мобильной версии прыгнуть куда-то сюда, наверное. Сама же я попадаю в забор боком, для меня так удобнее, но у всех тех, кого я пыталась так научить, этого не получалось сделать. Чтобы лосиха постоянно спавнилась, нельзя умирать. Если хоть раз кто-нибудь умрет, спаун прекратится. Единственный способ его запустить снова – пересоздать карту или запустить сейв сохранения этой же карты. После каждого убийства для тех, кто с компа, советую забегать на гору и сидеть там. А для тех, кто с телефона, советую убегать на эту горку. Если кто-то находится ближе к месту спавна флоппи, чем эти места, то лосиха не заспавнится. С помощью этого способа можно получить очень много опыта. Я убивала флоппи по 100 штук за несколько часов. И таких походов, как вы видите, было немало. На экране сейчас высветились карты, которые вам помогут подробнее разобраться, где можно искать лосей. И не только их, на карте есть, как вы видите, другие обозначения. Карты с аметистом нет, но если попросите в комментариях, я ее сделаю и выложу на страницу. А это более подробная информация о лосях, самке и самце. На этом у меня все, я рассказала все, что знаю о лосях в Вапите. Все информационные карточки и карты вы можете увидеть на моих страницах ВК по ссылке в описании. Поставьте лайк за старание над этим роликом, пишите комментарии, под этим видео они наконец открыты. Надеюсь, ролики еще будут. Ждем WoW Quest 3. Всем до встречи, всем пока.